Разведчики, всем привет. А вы в курсе, что мы тут в России голодаем, пока наш президент хорошо кушает? А еще, благодаря его мании величия, мы тут все умираем, причем исключительно на Украине. Не знаю, в чем взаимосвязь, но чего только не узнаешь, читая западные комментарии некоторых истеричных товарищей. К счастью, конечно, их очень мало, и от общего числа это занимает вообще там доли процента. Тем не менее, они не становятся менее забавными и интересными. Ну что, в этом выпуске речь пойдет о церемонии награждения в честь Дня Героев. То есть мы посмотрим фрагмент этой церемонии, где непосредственно речь произносит летчик-испытатель, затем Владимир Владимирович. То есть я там все подрезал, ускорил, чтобы как бы быстренько все это посмотреть. Вставлю там пару комментариев, которые прям вот сильно меня задели. Вот. И потом мы с вами почитаем негативные комментарии и шлифанем все это позитивными. Погнали. Уважаемые товарищи, милые дамы, дорогой Владимир Владимирович, сегодня переполняют чувства радости, благодарности, гордости за свою великую страну, за авиацию, за наших отцов и дедов, за своего отца, героя Великой Отечественной войны, который, пережив первый самый страшный год блокады в Ленинграде, в 16 лет, с 17 лет, с мая 43-го года громил немцев в пехоте, начиная с Курской дуги, на танковой броне, с любимым автоматом ППШ, подчас и с саперной лопаткой, штурмовал Восточный вал, форсировал Днепр с 6 на 7 ноября 43-го года, освобождал Киев, Ровно, Васильков, Дубна, Львов, Краков, и уже в Северной Словакии был тяжело ранен и остался без ноги. И вот как в том фильме «Вечный зов», когда он оказался в госпитале, молодой, быстрый, ловкий, он был чемпионом Ленинграда по спортивной гимнастике, без ноги на 4-м этаже, у него пришла мысль выброситься из окошка. Это вот, кстати, вот этот момент меня зацепил тем, что, в принципе, плюс-минус я испытывал в свое время подобное. То есть я, конечно, утратил немножко другие части тела, но прям вот его рассказ очень сильно меня задел, потому что я сразу такой флешбэк. 2006 год, когда я там стал инвалидом, то есть я вот настолько прям понимаю, что творилось с его отцом. Это прям действительно это прям очень сильно так вот тут вот прям на душе так отыгралось. Ну что, погнали дальше. Пожилая русская женщина, медсестра, увидев его состояние, присела к нему, обняла, погладила по головке, говорит: сыночек, даже не думай об этом, мама жива, в Ленинграде, вернешься домой, отучишься, женишься, нарожаешь детишек. Так все и случилось. Вернувшись домой, отец отстраивал всю нашу великую страну, братскую ГЭС, Усть-Илимскую. И вот тут вот еще два интересных момента. Я что-то как-то так странно обрезал. Там еще вот это вот, то, что он говорит, медсестра обняла его отца и сказала, типа, да что ты, у тебя есть мама, там туда-сюда, еще там, детей нарожаешь и так далее. У меня, конечно, не было этой медсестры пожилой, там была молодая девчонка, которая, скажем так, и она меня не обнимала и ласково со мной не говорила, мы с ней разговаривали по телефону. И она мне просто там, как бы, невзирая там на мою инвалидность туда-сюда, там, сказала, типа, да что ты ноешь, блядь? Хотел бы уже, давно бы все изменил. Меня надо так порвало это, конечно, там, я так сильно негодовал. Ну, блин, действительно сразу все пересмотрел и по-новому взглянул в свою жизнь. Возможно, вот его отец тоже так сделал, и это очень сильно изменило его жизнь. И вот на том месте, в котором мы остановились, звучит братская ГЭС. Это прям вообще, то есть я живу здесь, вот прямо, она у меня вот там вот, вот в той стороне. Где-то километров, наверное, может быть 15-20 от меня. Ну и Усть-Илимск, конечно, это он чуть севернее, 240 километров от меня. Стоя на Шушенскую, устанавливал электросиловские электрические машины на атомных подводных лодках в Северодвинске, в Комсомольске на Амуре. Отстраивал нашу великую страну, наши отцы и просто гордость за наших героических отцов и дедов. Они нам оставили великую, цветущую, большущую, богатую страну. Хочется сказать два слова об профессии летчика-испытателя. То есть мы, летчики-испытатели, волею судеб, оказываемся на вершине пирамиды.
в основе которой лежит труд многих тысяч наших конструкторов, инженеров, рабочих, заводских рабочих. Когда утром идешь на завод в Комсомольске-на-Амуре, 20 тысяч людей стекаются к заводским проходным, то просто ощущаешь колоссальную ответственность за свою работу, за свое дело, потому что труд, надежды этих людей, всех наших людей, их зарплаты, премии, надежды на лучшее будущее связаны именно с твоей работой. И если в первых полетах, что иногда, но происходит, случаются какие-то, даже вплоть до серьезных отказов, то возникают опасения не за себя, а за свою ласточку, которую надо привезти домой на родной аэродром и посадить, притерев колеса, чтобы на земле обнаружились причины отказа, инженеры их устранили, и самолеты безопасно, надежно работали и в войсках, и безопасно возили наших пассажиров, которыми мы в заключительном итоге все и являемся. И третье. В жуткие, страшные бандитские 90-е годы, когда мы чуть не потеряли нашу великую Россию, а мы стояли именно на грани этого. И мы, летчики-испытатели, зачастую вынуждены были ночью загружать, разгружать самолеты или работать таксистами. Сейчас мы летаем практически каждый день. Иногда и по субботам, и по праздникам, что называется, не вынимая. И за это я хочу, дорогой Владимир Владимирович, сказать вам огромнейшее спасибо и низкий земной поклон за вас. Вы трудитесь. Вот мы все по телевизору видим, как вы трудитесь. Я просто не представляю. Утром во Владике, днем в Москве, вечером в Калининграде. Просто берегите себя, пожалуйста. Если что, то мы с вами, дорогой Владимир Владимирович. Дорогие друзья, сегодня праздничный день. Но мы всегда помним, благодаря кому мы отмечаем праздники подобного рода. Благодаря таким людям, которые здесь находятся, которые находятся в зале, благодаря их родителям, их женам. Потому что в семье все куется. В семье на ноги становится человек. И физически, и морально. Все закладывается в семье. Поэтому и вся наша политика вокруг семьи и складывается. Что-то получается, что-то лучше, что-то не получается. Но общая задача, общий вектор развития складывается вокруг семей. И вокруг Родины. Потому что Родина и есть наша большая, огромная, сплоченная семья. Вот сейчас я благодарен за добрые слова. В мой адрес было сказано, задан вопрос, как вы работаете. Вы знаете, каждый на своем месте отдает себя целиком. И я, в свою очередь, не представляю, как летчики выполняют свои задачи. То есть, представляю, я имел счастье, удовольствие дотронуться до этой профессии. Уже говорил однажды, повторю еще раз, особенно на штурмовиках. Я вообще не понимаю, как люди работают, как они летают. Чтобы было понятно тем, кто не летал, двигаются одни только руки, пальцы только двигаются. Как же можно в этих условиях подняться, опуститься, подняться, опуститься, еще удары наносить, да еще и опускаться на такую высоту, которая становится опасной с точки зрения работы систем ПВО противника. Просто это невероятно. Это невероятно. Ну а что же говорить уже про наших бойцов, которые сейчас находятся на передовой? В этой новой системе отсчета применения боевых дронов и других современных средств поражения. Ну, просто головы не поднять, а ребята воюют. Вот они и есть настоящие герои. С праздником вас! С Днем Героев Отечества! Ну вот, такая вот интересная речь. Погнали изучать комментарии иностранцев. Абсолютная чушь. Почему российские самолеты словно испаряются? Стоит только появиться американским. Я так понимаю, человек насмотрелся вот таких видео. Причем... И фиг поспоришь? Сначала он отправляет их умирать, потом вручает им медаль. Мне вот интересно, а вот где этот человек родился и живет, не знаю, там, родился, живет, сначала медаль вручает, а потом умирать? Или наоборот, сначала умирать, а потом? Я не знаю, короче, посылают их умирать или нет. Очевидно, что русские идут не умирать, а побеждать. Это первое. Второе. Как вообще вот, а как иначе человек себе представляет? Вот я вот зачем ты это говоришь? Вот эту откровенную дурь. Мне просто... А ты как бы поступил на месте президента, пусть даже не России, другой страны, которой грозила бы опасность объективно? То есть, в смысле, серьезно, типа, вот на тебе, дорогой, медаль, и иди домой отдыхай, что ли? Это, конечно, пипец, блин.
Только они получат плохое снаряжение, смерть, нищету и место в аду, если не раскаются и не перестанут следовать за дьяволом. Это называется пророки подоспели. Пророчество. Тут они вот получат место в аду. Мне вот интересно, а есть у него справка от Бога, что вот места в аду распределяются именно таким вот образом? Может, у него прескурант есть от апостола Петра, что вот есть места в аду вот именно для этих человек. Там. Мне вот, ну серьезно, такие вещи говорят. Порой хочется спросить, ты мозг вообще включаешь? Вот. Что-то мне подсказывает, если вот так вот там реально посмотреть список занятых мест, то мне кажется, как раз-таки там сплошь занято вот такими вот фарисеями, которые осуждают целые народы. Просто там по каким-то своим придуманным признакам. Ну, а насчет экипировки, ну, да, были проблемы. Кто спорит-то? Ну, блин, извините. Если мы сравниваем себя с кем? С США, извините, ну США воевали. Они вот как начали там после Второй мировой войны воевать прям радикально, так и у них все это развивалось. И хаймерсы у них появились, благодаря чему? Благодаря вот боевым действиям, потому что в боевых действиях потребовалось именно вот такое оружие. А мы толком-то нигде не воевали, там у нас разве что спецназ, если и был, там десантники, спецназ, по-моему, задействован. Вот, регулярные войска у нас задействованы были там в многолетнем таком режиме, это, по-моему, только Чечня и все как бы. В корейской, по-моему, вьетнамской, если мы участвовали, то там в основном пилоты, инструктора, там, мне кажется, такого прям плотного участия-то у нас не было. Не знаю, война в Афганистане — это, опять же, другая война, не та, что сейчас идет. Поэтому насчет экипировки, по-моему, сейчас вот как раз проблем, по-моему, никаких нету абсолютно. Путину можно было бы вручить медаль за то, что он попал в зал славы убийц и преступников. Мне вот интересно, а в его альтернативной вот этой вот вселенной, в этом зале славы, кто уже находится? Как бы Труман с Хиросимой и Нагасаки, этот, как его, блин, Буш с Блэром за Ирак, который они по ошибке просто уничтожили, и так, извините, ошибочка вышла. Ну и Обама, наверное, там тоже тусуется. При нем же эти, по-моему, в Йемене или в Пакистане, по-моему, в Йемене, господи, какой Пакистан. Ну, в общем, или в Афганистане, по-моему, это, там кортежи свадебные бомбили. И ничего, что, видимо, товарищ-то и не возмущался особо про зал славы. Ну, или, в принципе, вручил медаль этим товарищам. Россия и ее народ много пережили, а теперь этим беднягам приходится страдать из-за мании величия одного человека, который пускает своих храбрых людей на погибель на Украине. Еще один товарищ, жалостливый этим беднягам. Опять же, говорю, вот мы опять вот уходим опять в эту область. Хорошо, ну, блин. Армия США, то есть вот эти вот люди, которые там погибали в Ираке. Кстати, между прочим, там они несли довольно такие серьезные потери. Там ведь до скандала же доходило, как у них там их хваленые Абрамсы, по-моему, М1. Там чуть ли там прям не сотнями уничтожали. Вот. Прям уничтоженных было там около сотни. А, по-моему, поврежденных, прям уничтоженных сотни, по-моему, там что-то 80 с копейками, а повредили, по-моему, там прям 8 сотен, что ли. Я вот мельком где-то видел эту информацию, просто я в шоке был, думаю, нифига себе. Успешная операция. Мне вот интересно, а они не были беднягами, то есть они не погибали, они что, все бессмертные, что ли? Вот в Афганистане воевали, там, во Вьетнаме, то есть они вот не было там никого, все такие прям, это, жалостливые, блин. Точно так же, как Саддам Хусейн, только его нашли в другом месте. Саддам Хусейн — это вообще тема, конечно. Вот человек берет как пример вещи, о которых вообще ничего не знает. Прикол в том, что Саддам Хусейн был другом США.
пока они дружили вот за этот период, Саддам Хусейн спокойно травил своих граждан химическим оружием, там иранцев травил химическим оружием и не парился. У него же на территории там курды, господи, еще кто-то там, в общем, шииты и так далее. Там, он не парился. И химическое оружие. И ничего, США спокойно смотрели на это сквозь пальцы. Запад вообще не возмущался, пока Саддам Хусейн был другом. А потом, видимо, он стал неудобным другом. Надо было его уничтожить. Стал бы он говорить то же самое, будь у него настоящая свобода слова? Это вообще классика. Свобода слова. Мы же знаем, в Британии какая свобода слова. Ну, это просто такой яркий пример британской демократии. Где там демократия, по-моему, в каком месте там у них демократия? Когда там это... Недавно же стало известно-то, тетка там назвала Британию, Англию там это, христианской страной, наехала на мусульман, которые там что-то там пропагандировали ислам, короче. Ну и все. И тетки в дом вломились, там 11, по-моему, полицейских, вытащили ее голой из ванны, блин. Еще и поиздевались над ней. Свобода слова. Я уж молчу про Facebook, посты в Фейсбуке, которые все нам приписывают. Но почему-то по большей степени, ну, прям по количеству, по-моему, чемпион, по-моему, Британия. В одном из споров с украинцем у них была одна тема. Одно время, короче, была такая методичка, короче. Типа, ну, вот они там Путина называют одним словом, которое на «ло» начинается. Вот. Ну и украинец мне говорит, типа, назови Путин, скажи, Путин «ло». Я говорю, почему я должен так говорить? Говорит, потому что тебя посадят. Я говорю, в смысле, говорю, у тебя вот такое представление, что ли? Я говорю, просто, говорю, я могу говорить все, что угодно. Вопрос в том, почему я должен говорить то, что я не думаю. Тут он что-то начал там рассуждать, типа, да у вас в России то, да у вас в России это. Я говорю, ну хорошо, говорю, скажи мне, что Путин красавчик, и ты его поддерживаешь. Он, я не могу это сказать. Я говорю, в смысле ты не можешь это сказать? Ну я так не думаю. Я говорю, а почему ты тогда меня заставляешь говорить то, что я не думаю? И говоришь, рассуждаешь о свободе слова. Ты, говорю, скажешь, что Путин красавчик, и ты его поддерживаешь. И своего... как сказать-то... В общем, поддерживаешь Путина и своего. Это, я говорю, ну и говорю, вот после того, как ты это скажешь, я говорю, скажу то, что ты просишь. Все, дискуссия была закончена. Свобода слова сразу исчезла. Когда я слышу за наших отцов и дедов, я всю жизнь живу в Польше, и клянусь, в этих словах я слышу за наших убийц, насильников, грабителей, бандитов и лжецов. Посочувствуем поляку. Не повезло ему с дедами и отцами. Сплошь бандиты, насильники и мародеры. Как он там это все сказал. Но Польша разная. Комментарий другого поляка. Как польский гражданин, я испытываю большое уважение к русским солдатам, которые освободили мою страну от нацистской оккупации во время Второй мировой войны. Слава матери России и ее народам. Вот. То есть, и когда мы смотрим на вот этих вот кричащих придурков, которых нам по ТВ показывают, мы видим тех, кому можно так говорить, и кто хочет так говорить, а кому нельзя некоторые вещи говорить, мы их не слышим. Только вот максимум можем читать в комментариях. К счастью, таких больше. Объективно. Хотя, может быть, это вопрос выборки. В смысле, что у видео определенная аудитория, которая оставляет определенный комментарий. И, допустим, аудитория с другим мнением, может быть, это видео меньше рекомендуется, в рекомендациях попадается. И, возможно, вот поэтому мы имеем небольшое количество критичных комментариев и вот такие просто колоссальное количество позитивных комментариев. Но, опять же, я смотрел видео всяких там CNN, там очень много комментариев, которые нас обсирают, но у них очень много, точнее,
у них очень мало лайков. Вот дизлайки-то не показываются. Вот, и таких комментариев очень мало, поэтому вот все-таки хочется как-то надеяться. Чтобы даже идиоты на этом канале могли понять. Украина должна иметь право решать свою судьбу. Для сравнения. С тех пор, как Польша присоединилась к ЕС и НАТО, ВВП вырос почти в 3 раза, зарплаты увеличились на 140%, безработица упала почти на 20%, экспорт вырос почти в 6 раз. ВВП на душу населения вырос более чем на 200%, номинальная средняя зарплата увеличилась более чем на 250%, почти все социальные и медицинские показатели улучшились. От продолжительности жизни до младенческой смертности. Безопасность и экономическая интеграция важны. Иными словами, надо быть глухим, слепым, тупым и крайне глупым, чтобы не захотеть вступить в ЕС и НАТО. В какой вселенной недопустимо, чтобы граждане Украины решали свое будущее, особенно если это означает, что им будет намного лучше. Так же, как их польским соседям. Иронично, что каждый русский тоже проголосовал бы за то же самое, если бы у них когда-либо была возможность действительно голосовать на свободных выборах. Как бы вот комментарий начинается вот извините, что я его оставил, да, он нудный, длинный, с кучей непонятной информации, но просто реально вот, насколько человек уже, да, заведомо принижает некую группу людей, да, типа для идиотов на этом канале, типа вот он такой офигенно умный, остальные вот идиоты. Первое. Второе. Типа Украина, в принципе, могла нахрен вступать в любой Евросоюз. Проблема же была не в этом. Но это вообще другой вопрос. Опять же, россияне вообще такие тупые. Они вот, им вот не дают голосовать, а они будут с радостью проголосовали за любую, блядь, фигню. Откуда такое представление, я вообще не понимаю. Ну ладно, опять же, и это ерунда. Если прям вот Польша у нас офигенно так прям вот классно там все стало. Чё не классно стало в Литве, в Латвии, в Эстонии, в Румынии, в Болгарии. В споре с одним товарищем я ему как раз привел пример. Тот говорил, типа, в Польше все здорово. Я говорю, хорошо. Я говорю, а почему этим здорово не может похвастаться ни Латвия, ни Литва, ни Эстония, ни Болгария, ни Румыния. Ну еще у Молдова у них ассоциация подписана. То есть они не в Евросоюзе, но тем не менее. У них, говорят, там вообще просто все, не слава богу, свое хозяйство сельское загибается. Вот, я спрашиваю, говорю, почему у них-то все плохо? Он говорит, типа, что Советский Союз как бы оставил шрамы в их социальной жизни, на них, короче, как на обществе, на странах. И я говорю, хорошо. Я говорю, какие шрамы Советский Союз оставил на Греции? Мы же с вами все прекрасно понимаем, в какой жопе Греция это была, да и в принципе пребывает. Вот какие шрамы СССР там оставил? Никаких. Что-то вот не удалось Греции. В итоге, если вот так вот по-серьезному, то по факту Евросоюз никому ничего не дает. То есть, если ты был бедным, ты бедным и останешься. Если ты был богатым, ты станешь еще богаче за счет того, что у тебя появляются дополнительные рынки сбыта с преференциями. Потому что, вступая в Евросоюз, ты, грубо говоря, сразу подписываешься по то, чтобы уничтожить свое производство моментально. Что, в принципе, мы видели везде. Польша исключение. Это такой европейский условный Китай. Туда, короче, за счет того, что Польша граничит с Германией, потому что основные инвестиции были из Германии. За счет того, что он граничит с Германией, дешевая рабочая сила, туда сразу пошли Volkswagen, Mercedes, вот это сборочные цеха и так далее, какие-то производства, там, какие-нибудь проводки, там, и так далее, колодок. Вот, оно сразу туда перешло. А что, по сути, граница и сразу у тебя тут в 3 раза дешевле рабочая сила. Шикарно же, шикарно.
Там у них, правда, есть и другие производства. Вот. Но, опять же, говорю, это за счет того, что у них дешевая рабочая сила. Это при том, что, несмотря на инвестиции, их уровень жизни где-то раза в 2-3 уступает, опять же, тому же уровню жизни, как Германии, Франции, Италии и так далее. Вот. Дальше. 20% типа безработица, не знаю, она уменьшилась на 20 или была 20 и уменьшилась. Но мы же с вами помним мем «Польский сантехник». Это оттуда. У тебя просто, грубо говоря, Польша вошла в Евросоюз, и у людей появилась возможность просто уехать на правах Шенгена, то есть переехать там работать в Германию, Францию и так далее. Британию, тогда Британия еще была в Евросоюзе. Все. Вот. По 250% зарплаты, там не совсем точно, это надо проверять. Но мне это было неинтересно, это нюансы, которые лишь дополнят картину. Но в целом вот такая, то есть, да, Польше повезло. Просто повезло, потому что, ну опять же, что значит везение? Нищая страна, которая зашла, по сути, которая за счет развала Советского Союза утратила рынок сбыта для своих производств, они исчезли, то есть они перестали быть, как сказать, в них исчезла надобность, то есть они развалились. И по сути у тебя безработица, нищая страна, и туда приходит уже просто другой инвестор. То же самое, как было в Китае. У тебя, ну, единственное, что Китай никому никогда не был частью какой-то там империи, там, ну, в смысле, как Польша была частью Советского Союза. Ну, сейчас нюансы не совсем советского, ну, не суть важно, это не имеет значения. В любом случае, Китай не был частью каких-нибудь там этих объединений. Вот. Он просто был всегда, ну, там, не всегда, но последние там несколько сотен лет он был нищей страной. То есть туда просто за счет того, что был дешевый труд, пришли большие деньги, построили производство, и за счет дешевого труда начали получать больше прибыли. Вот. В Польше было абсолютно то же самое. То есть он стал таким европейским местным Китаем. Вот. Погнали дальше. Страшно это видеть. Тела и лица напряжены и искажены. Ну, конечно, это вот, как говорится, красота в глазах смотрящего. Кто что хочет видеть, тот и видит. Но ему противоречит уже другой комментарий. Смотрите на этих людей, серьезных, гордых за свою страну и ее славное прошлое. А теперь взгляните на наших лидеров. Ни чести, ни честности, сплошное посмешище. Пусть Бог хранит Россию и ее великого лидера. Два человека, два мнения. Путин ведет себя слишком мягко с Западом, а эти парни выглядят так, будто готовы к любому замесу. Точно. Рассказ пилота о своем отце растрогал меня до слез. Его отец освобождал Украину, а теперь ему приходится переживать это снова. Очень трогательная история. Патриотичная и эмоциональная речь пилота тронула меня до слез. У нас в стране я не вижу таких героев, и это сильно меня беспокоит. Его последние слова с просьбой к Путину беречь себя после истории об отце растрогали меня до слез. Как же прекрасна эта речь. Пилот-испытатель искренне любит своего президента и свою страну. Браво, брат. Опять же, да, возвращаясь к комментарию про свободу слова. То есть вот это вот мерзкое, вот это вот, я не знаю даже, как это назвать, то есть вот это вот, типа, вы должны ненавидеть своего президента. То есть, а когда ты говоришь, что ты уважаешь своего президента, да, типа, да это ты говоришь, потому что там, типа, если ты скажешь что-то другое, тебя посадят. И вот это вот обсирать своего президента, это является ценностью. Для меня это не является ценностью. Зачем мне президент, которого я обсираю? Я лучше выберу президента, которого я уважаю. И реально, ну, объективно. И ведь, опять же, в общении с украинцами, ты же это чувствуешь, как они говорят, типа вы в России как-то вы сакрализируете власть, типа власть это прислуга, типа ее не надо уважать. Ну а как ты, в смысле, что значит не надо уважать? Ну, да даже вот
пренебрежение такими, ну, там, господи, профессиями, да, там, как вот уборщик, там, и так далее, да, там, мы слышим иногда даже от людей, да, пренебрежение, типа, как, ну, типа, ты что, уборщиком будешь работать, что, дворником будешь работать? Но объективно кто-то должен и дворником работать, и нам нужно уважать этих людей, потому что, да, они пошли туда по причине того, что, возможно, не нашли себя в той профессии, на которой учились, хотя чаще всего там люди без образования, то есть без профессии. Ну, не нашли они себя в жизни, да, и они вынуждены работать дворником. Но это же не значит, что их нужно смешивать с грязью. То есть мы же должны уважать этих людей, ну, даже если порой они сами друг друга, они сами себя не уважают. Вот. Но тем не менее, но когда ты выбираешь президента, чтобы его обсирать, извини, ну, в смысле, ты кого обсираешь? Ты президента считаешь, что президент твой чмо? Но если твой президент чмо, тогда извини, ну чмо возглавляющее что? Великую державу или... Ну, вы поняли. Люди, искренне любящие свою страну. Вот почему сегодня Россия – самая передовая держава. Вот почему Россия – ковчег нашего времени. Благодарю. Глядя на это, я ловлю себя на том, что переживаю за чужую страну. Она не моя, но как же хотелось бы, чтобы была моей. Такие, конечно, моменты начинаешь так еще больше гордиться. Какой-то человек из другой страны мечтает, чтобы Россия была его страной. Прекрасное описание самопожертвования и любви к нации и семье. Как такой народ, такая нация, может когда-либо потерпеть неудачу? Никогда. Ну, что это значит никогда? Бывают моменты, к сожалению. 91 год, что это, удача, что ли? Возлюбили американцев. У меня едва не наворачивались слезы. Самая лучшая страна и лучший президент на всей планете. Слова этого пилота тронули меня до слез. Слез радости. Он спас свою страну от гибели и поднял ее до уровня мировой державы. Согласен. Бесспорно. Речь пилота-испытателя, от которой мое сердце плачет. Я лишился дара речи от слов этого пилота. Он сказал все наизусть, без единого листа бумаги. Это настоящий патриот. Да здравствует мать Россия. Потрясающая речь, у меня на глазах слезы. На Западе мы никогда не слышим ничего подобного. Здесь никто не бывает настолько благодарен своим отцам или своей нации. Путин невероятно мудр. Прекрасная, четкая речь, особенно впечатляют глубокие мысли о значении семьи. Я не русский, но меня переполняет гордость за этих людей и за смысл их слов. И я могу лишь молиться Богу, если мне суждено родиться еще раз, пусть это будет в таком месте. Именно поэтому русские выигрывают все войны. Ну, к сожалению, русские выиграли не все войны, но как раз по причине того, что нет, не всегда мы, скажем так, серьезно к этому относимся. Начнем с этого. То есть мы как раз проигрывали тогда, когда относились несерьезно к тому, что происходит. Ну, Крымская война, плюс-минус. Держитесь, мои русские друзья, и продолжайте защищать вашу великую страну. Вот он, настоящий патриотизм. Только глупец мог бы думать, что мать Россия может быть побеждена. Извините, это было настолько трогательно, что я не смог сдержать слез. Они гордятся своей страной, а у нас только парады гордости. Это точно. Я обожаю этих людей. Чем лучше я их узнаю, тем сильнее их уважаю. И мне очень хотелось бы быть русской. Глядя на это, так и тянет переехать в Россию, если бы не такой холодный климат. Привет с Филиппин. Насчет климата, вот я вот тоже так думал, что холодный климат это минус нашей страны. Но объективно, я вот тут недавно узнал, что Монтана, штат Монтана в США, он переживает какой-то прям новый бум
Туда там строится престижная какая-то там недвижимость, хотя там климат как в Сибири, то есть на севере такие же температуры, как у нас на севере, то есть ну, вот в моем городе, да, там минус 40, минус 50. На юге Монтаны, там вот как раз как на юге Сибири, ну, там с небольшими там, отличиями, ну, плюс-минус так же. И прям там, говорят, что-то прям бум, это недвижимость, там миллионеры там переезжают, там что-то себе строят и так далее, там покупают. Мне вот интересно, ну, может быть, и у нас тоже так же можно было бы сделать. То есть, может, потому что, ну, я, допустим, мне минус 40 не очень нравится, но минус 15-20, допустим, я считаю комфортной температурой. То есть, когда у тебя нету ни слякоти, не тает снег, там, условно говоря, он лежит чистенький, беленький, как бы, ну, это реально классно, когда ты можешь гулять, наслаждаться, там, вот это там погодой, там, кататься там с горки, там, ну, понятно, уже дети катаются с горки, я-то не катаюсь, но, тем не менее, все равно с детьми гуляешь, там, вот. Блин, это классно, потому что вот эту слякоть месить, ну, такое себе. Плюс, я говорю, опять же, белый снег, даже когда у нас облачность, прям все затянуто, все равно на улице очень светло, потому что снег отражает свет, и прям все наполнено светом, и нет вот этого ощущения вот этой вот недостатка солнца. И это отражается, опять же, на психическом, на психологическом состоянии. У меня на глазах слезы, и это при том, что я даже не русский. Быть русским нелегко, мое уважение. Это точно, быть русским нелегко. Ну, вот такие вот комментарии. Позитивных было очень много. Я прям вот отбирал там, у меня получилось больше сотни, и мне пришлось прям ужиматься, скрипя сердце, удалять какие-то более, ну, тоже такие интересные. Но так, если бы я их все оставил, выпуск был просто километровым, наверное, часа на полтора. Поэтому вот как-то так. Негативных, то, что вот в выпуск попали, это где-то 2/3, наверное, от всех негативных, которые мне попались. Я прям тупые поудалял. 2 комментария удалил сам YouTube. То есть я их оставил, но их YouTube грохнул, и они не попали в выпуск. Пришлось их мне подтирать. Ну что, коллеги, на сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Напишите в комментариях, что думаете о теме. Как вы бы ответили этим западным истеричкам в первом блоке комментариев. Если понравилось, поддержите лайком, подпиской. Увидимся в новом выпуске.